Итак, всем привет, с вами Лиза, и сегодня я хочу порассуждать на такую интересную тему. Она очень хорошо затрагивается во всем обществе, поэтому если сейчас вам просто интересно, то оставайтесь со мной. Тема называется «Отношения». Очень много раз и очень много в жизни я слышала про них, очень много всего, прям большое количество, и я хочу понять, почему же в этом мире именно сейчас отношения так важны, их так много людей хочет. Я правда не понимаю. Сегодня я рассуждала на эту тему, у некоторых людей спрашивала, но я так и не поняла. У каждого своя точка зрения, и каждый все видит через призму собственного опыта. Поэтому, если вдруг вы посмотрите это видео и скажете, что моя точка не соотносится с моей, то это нормально. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и давайте продолжать это видео. Итак, перед началом этого видео я попрошу вас подписаться на мой инстаграм, если вы этого хотите, а если нет, просто не подписывайтесь. И на мой YouTube канал, потому что, интересная тема иногда затрагивает. Вот. Кому-то это интересно, кому-то нет, и это нормально, поэтому если вам что-то не интересно, то смело выключайте, а если вам что-то интересно, что-то вот приглянулось, то оставайтесь и смотрите. Мне кажется, первый вопрос, который я разберу в этом видео, это почему все так хотят отношений. В принципе, это весь вопрос и будет. Один, то есть он будет разделен на несколько еще вопросов, но пока что вот. Я не знаю, честно говоря, за всех людей я не могу решить, и все люди думают по-разному и размышляют тоже по-разному. И у них мнения разные, поэтому на всех людей я не могу это мнение разделить. Но мне кажется, что это все происходит из-за того, что людям просто одиноко. Все. Но нет, мне кажется, это все не от одиночества идет. Потому что, в принципе, на нас общество, наверное, давит, скорее всего, и поэтому мы так хотим отношений. Мы даже их не хотим, может быть, но нам внедряют то, что мы должны к какому-то определенному возрасту выйти замуж или жениться, завести детей и жить по их правилам. Кто-то это не делает, и молодцы, потому что вы молодцы, потому что вы не живете по тем правилам, которым нас общество кормит, извините меня. Но это так, типа, серьезно, зачем делать из людей какого-то определенного типажа, и пусть они рождаются с этим типажом и идут по жизни. Мы должны быть разными, и жизнь должна у нас быть разными. Понимаете, да? Никогда, ни при каких условиях не думайте то, что вы никого не найдете. Боже, это такая тема, и мне сейчас солнце светит прям в лицо. Да. Ну блин, ну серьезно, зачем думать то, что вы никого не найдете? Ведь вы все равно найдете. Вот это вот такая заезженная тема по типу: ой, у меня нет отношений. И что? Вот и что? Что ты сделаешь-то? По сути, иногда мы просто сидим. Мы просто сидим и ноем. Это по сути. Это мы всегда так делаем. Но подумайте, типа, а вот если вы не хотите отношений, зачем общество на нас давит? Вот это вот непонятно мне самой, потому что, я не знаю, почему все так хотят видеть нас в браке, в отношениях с кем-то. Почему все хотят видеть это? Я вот этого не понимаю. Просто я не понимаю. Да, это круто с кем-то жить, с кем-то разделять свою рутину, свою жизнь, иметь своего человека, любить его, отдавать всю свою жизнь ему, но по сути мы это не обязаны делать. То есть, если серьезно смотреть на эту тему, то я вот положа сердце на сердце, руку на сердце, я не понимаю, почему же общество так нас гнобит этими отношениями. Давайте оставим это, наверное, это как-то вот пошло с того, что человек не должен быть один. Человек, он, в принципе, социальное существо. Солнце ушло, спасибо. У нас тучи такие идут. О май гад. Собственно говоря, мне кажется, потому что человек, он социальный, ему нужно общество, ему нужен какой-то
Во-первых, наверное, потому что продлевается род. То есть человек нам нужен другой, неважно, кто это, мальчик или девочка, мужчина или женщина, он нам нужен для продления рода своего. Так, ну это понятно, но зачем в таком раннем возрасте, по типу 16, до 20 лет, до 25 даже можно, отношения? Человек, мне кажется, должен сформироваться. Он формируется до 20 лет или до 18. Я не знаю, если честно. Просто не только сформироваться физически, но и эмоционально, и как бы в голове, чтобы у него понятно было, что он хочет. Потому что, опять же, мы вступаем в отношения так не глядя. О, он мне нравится по типу, давай замутим. Зачем? Серьезно, я не понимаю. Ладно, если у вас не хватает любви. Вот что мне кажется интересно. Людям порой не хватает любви. А любовь это все в нашей жизни, мне кажется, все решает. Вот сколько фильмов снято в России по поводу любви. Боже мой, да не только в России. Во всех странах снято так много фильмов о любви, что эта любовь просто все. Ее уж так коверкуют, настолько, сколько это можно. Еще один пример, почему же человек хочет отношений, что в начале видео я сказала, происходит социальное давление. От общества, опять же. То есть от людей, от всех людей, даже от родственников. Порой приезжаешь там на какой-то ужин с родственниками, и дальние родственники такие говорят: ну что, тебе уже 23? А у тебя мужик-то есть? И все, у вас просто все настроение полетело куда-то вниз, куда-то вдаль. Происходит социальное давление, и из-за этого люди порой торопятся, не понимают, что они хотят, и просто идут в отношения. Да, порой оно реально сильно давит, все на плечи ваши ложится, и вы все время начинаете думать, прокручивать у себя в голове, почему? И начинается вот это вот отвержение себя. То есть вы такие: а почему вот у нее есть парень, а у меня нет? Я что, плохая, что ли? Я какая-то не такая? Нет. Нет. Я не знаю почему, но вот получаются такие мысли. Вы начинаете сравнивать себя с другими. Но все мы знаем, что сравнивать себя с другими это просто не надо этого делать. Надо сравнивать себя с версией прошлого себя. То есть какой ты был до этого момента, да? Почему ты не думал так, а вот сейчас думаешь? Надо анализировать, разбираться в себе. И не надо рваться за отношениями. Потому что когда, опять же, или говорить вот так вот: ой, у меня нет отношений, я никому не нужна, а почему-то у меня нет отношений. Когда мы так думаем, когда мы это произносим, и когда мы это вдумываемся реально, это становится нашей истиной. А как вы знаете, дефицит рождает дефицит. Понимаете? Как-то раз я об этом услышала, я просто зависла. Я думаю, это ж так. Это так, потому что да, дефицит рождает дефицит. Задумайтесь об этом, пожалуйста. Также люди обычно, когда вступают в отношения, есть люди, которые погружаются в партнера, погружаются в эти отношения с головой и забывают про свои дела, и про свои заботы, и про свои увлечения. То есть как они делают? Они встречают человека и все, забывают обо всем на свете, об друзьях, о семье, в которой они родились, да, и он просто вот погружение, дайвинг, пух, все, его нет, он в другом человеке. Еще люди ищут отношения для того, чтобы было какое-то плечо, была какая-то поддержка, да, вот. А вот сейчас задумайтесь, но вы же у себя есть. Почему вы не можете оказать себе поддержку и любовь, да, любовь, именно нормальную любовь, адекватную, а не ждать это от другого человека? Вот человек перед тем, как вступить в отношения, в реальные отношения, которые реально будут помогать, будут тебя, чтобы ты расцветал, то нужно прожить период одиночества, заложить, как бы сказать, фундамент. Потому что, как мы знаем, без фундамента не стоит ни один дом, ни одна квартира, ничего не стоит без фундамента. Вот этот прочный фундамент мы должны выложить. Как мы должны это выкладывать? Каждый по-разному, но мне кажется, нужно вот поиск себя начать. То есть понять, кто ты, что ты хочешь, реально, что ты хочешь. А не так гнаться за каждым встречным и говорить:
я тебя люблю, давай быть вместе. Не надо. Ну, не знаю, у каждого свой какой-то путь, и они должны это пройти, понять это самостоятельно. У каждого свой путь, опять же, не надо смотреть на других. Вот у них есть, а у меня нет. А что со мной не так? Все с тобой так, не забывай. Ты другой человек, ты не этот человек. У этого человека может все плохо. На вид все может оказаться просто идеально. Просто идеально. Но мы же не знаем сути, мы не знаем их отношений, мы не знаем, что они испытывают, может, как они ругаются, или что у них все реально прекрасно. Мы этого не знаем, поэтому не надо судить по обложке. Никогда не судите по обложке никого. Никогда. Да, мы все смотрим на обложку, на внешность людей, на картинку, но не надо вестись на эту картинку. Не надо думать, ой, зато красивый он, буду с ним. Остановись и подумай, а что вот даст эти отношения, может быть? Отношения могут тебя разрушить, могут тебе, наоборот, дать шанс реально измениться. Не знаю, может, вы вынесли из этого видео какую-то интересную цитату, может какая-то пища для размышлений была. Смотрели это видео до конца, спасибо вам большое. Ну а сейчас будет цитата, которая всегда в конце видео. Цитата, которую я сегодня произнесу, я буду ее читать, потому что я ее не помню точно. Вот это книжечки, которые я периодически заполняю. Итак, цитата звучит так. Чтобы начать, не обязательно быть мастером. Но чтобы стать мастером, обязательно начать. Пища для размышлений. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте палец вверх к этому видео и подпишитесь на мой канал. Ну, я вас всех люблю. Всем пока-пока.